Автомобиль движется прямолинейно и равномерно. Какие его части относительно Земли имеют прямолинейную траекторию, а какие криволинейные? Здесь речь идет о том, чтобы ознакомиться с понятием системы отсчета. В принципе, любое движение либо состояние покоя любого тела является состоянием относительным. В одних системах отсчета, как мы говорим, оно может иметь одну траекторию движения, в других системах отсчета оно может иметь состояние покоя или вообще по-другому совершенно выглядеть эта траектория. Что такое траектория движения? Вот я сейчас, например, указываю траекторию движения. Ручка пишет по листу, получается траектория движения самой конца ручки по этому листу. Она может быть как криволинейной, прямолинейной и еще как угодно. Может быть неявное движение, наблюдаемое кем-то. Если я ручкой просто показываю, это тоже траектория движения. Явная по такому пути это тело двигалось. Сейчас сделаем небольшой рисуночек. Такой. Вот это автомобиль, дорога автомобиля. Я его очень сильно рисовать не буду. Буду рисовать как обычный какой-то квадрат. Нам особенно не нужно. Нам нужно понять, каким образом рассматривать движение и траекторию движения различных его частей в соответствующей системе координат. Мы хотим посмотреть, какие части автомобиля движутся относительно дороги, имеют прямолинейное движение, прямолинейную траекторию, а какие имеют криволинейную. Сразу определимся таким образом, что в данном случае у нас система отсчета является дорога. Мы определим вот эти координаты для того, чтобы уже привыкать к системе координат. Система координат это x, к примеру, это y высота. Автомобиль движется. Если взять точки автомобиля вот здесь, и в процессе движения эти точки будут, если автомобиль движется равномерно, каждая точка будет совершать по прямолинейному. Если их проставить, они будут неявно, так сказать, видно было, что эти точки идут прямолинейно. Многие точки, которые относительно друг друга неподвижные на автомобиле, будут совершать подобные прямолинейные траектории движения, которые определяются в этой системе координат. В этой системе координат мы видим о том, что автомобиль движется. Эти точки имеют соответствующие траектории движения, прямолинейные. Какие здесь будут проблемы с точки зрения прямолинейности? Ну, естественно, сразу видно о том, что колеса автомобиля крутятся. Тут совершенно будет другой. Они имеют прямолинейные какие-то свое движение. Во всяком случае, не прямолинейные. Прямолинейные движения в автомобиле, там, где находятся его колеса, можно указать только, может быть, то, что вот точка середина колеса, это ось, которая неподвижная, она будет тоже двигаться по прямолинейной траектории движения. Все остальное здесь будет в колесе. Оно будет иметь криволинейное движение. Это система отсчета, вот я нарисовал, которая здесь непосредственно привязана к дороге. Это дорога. Если взять другую систему отсчета, ну, скажем, привязать ее к автомобилю. Рисую другую систему отсчета, которая привязана только к автомобилю. Это будет x2 и y2, скажем так. Если систему отсчета привязать к автомобилю, все точки, которые находятся внутри автомобиля и связаны вот кузовом и так далее, то есть друг относительно друга не движутся, они тоже будут неподвижны вот в этой системе отсчета. Вся система отсчета, она движется вместе с автомобилем. Какие здесь будут в любом случае элементы, которые будут неподвижны и будут иметь какое-то совершенно другое состояние. В данном случае эти элементы будут колеса, опять же. Но колеса просто будут в этой системе, когда остальные у нас неподвижны, будут совершать совершенно другие движения, чем в системе, которая была относительно дороги. Они просто будут в этой системе крутиться, совершать просто вращательные движения и все. Если эти колеса со старой системе будут мало того, что еще вращаться, да, они еще и будут поступательное движение, то есть будут передвигаться вдоль оси X. А здесь они просто будут вращаться относительно центра. Естественно, в данном случае, когда автомобиль едет со скоростью v, эта вся система движется по отношению к этой системе со скоростью v. Но в данном случае, как мы видим, в этой системе все эти точки автомобиля, кузова и так далее, которые в старой системе имели какое-то движение, находятся в состоянии покоя, неподвижного. То есть скорость их равна в этой системе равна нулю. Но зато в другой системе скорость у них другая. То есть мы говорим о том, что состояние покоя, как и состояние движения, это понятие относительное. В одной системе отсчета это будет состояние покоя, в другой системе отсчета это будет какое-то совершенно другое состояние, другие траектории и так далее. Ну, как пример можно сказать о нас, о системе отсчета, это то, что мы находимся на планете Земля. По отношению к Земле мы вроде неподвижны. То есть система отсчета, если взять Землю, мы то ли сидим, то ли стоим, мы
имеем по отношению к Земле скорость, естественно, равна нулю, никакой траектории у нас нет. Если же обратить внимание о том, что Земля по отношению к Солнцу еще и вращается, то есть по отношению, если взять систему, которая будет сориентирована на Солнце, то есть система координат, и она еще и движется по кругу вокруг Солнца, движение будет очень сложное. Его нужно будет описывать многими уравнениями, но мы просто увидим о том, что если мы берем систему отсчета одну, в данном случае тело абсолютно имеет покой, вот мы стоим в состоянии покоя. Если же иметь систему отсчета совершенно другую, она будет очень сложно описываться, ну, скажем, в отношении, вот как мы, Землю и Солнце, там будет очень много различного рода уравнений и так далее, сложная система. Поэтому физика рассматривает систему отсчета и системах отсчета, в разных системах отсчета может тело иметь разные состояния. А в данном случае у нас в этой системе отсчета дороги по отношению к дороге у нас имеет прямолинейные траектории движения. Это сам кузов, он неподвижный, его точки кузова, а криволинейное движение какое-то выполняет, не будем говорить сейчас какое, выполняет колеса. Но в системе отсчета, если взять систему отсчета автомобиля, так система отсчета автомобиля, все точки кузова являются неподвижные, а здесь только делают вращательные движения колеса. И обратите внимание, что все эти системы друг с другом каким образом могут быть связаны. То есть в данном случае мы можем сказать о том, что вот эта система движется по отношению к старой системе с какой-то скоростью. А в этих системах отсчета и траекториях, которые могут быть в различных системах отсчета, а может быть и не быть, все зависит от самой системы отсчета.